Здорово, бандиты! Фирма Life замечательный аддон к моду Terraform Craft, расширяющий классическую террафирму и добавляющий в игру много ништяков, с которыми мы с вами сегодня познакомимся. Для начала следует запастись новыми специями. Самый простой способ сделать это — создать шарик с семенами. Он создается из одного компоста и 4 семечек любого растения. Бросив его как снежок на землю, вы заспавните Butterfly Grass, которая со временем распространяется на соседние блоки, а также может трансмутировать в новые виды специй. Собрать их можно при помощи ножа. Таким образом вы можете получить тмин, лавр, кардамон, кинзу, ваниль, пименту, базилик и орегано. Также вам понадобятся саженцы какао и инжира. Они растут при температуре от 20 до 35 градусов Цельсия, то есть в тропических зонах. Красный и белый виноград, который растет при температуре от 0 до 30 градусов Цельсия, то есть почти везде. Ну и напоследок хромит, который можно найти в магматических, интрузивных и метаморфических породах. Ну, с ништяками запаслись, можно начать их реализацию. Для начала сушка. Для того, чтобы высушить предмет, вам понадобится настил для сушки. Он создается из 3 листков фруктовых деревьев и имеет возможность апгрейда до солнечной сушилки. Разница лишь в скорости сушки. Для того, чтобы высушить предмет, необходимо положить его нажатием правой кнопки мыши на настил и подождать. Учтите, что сушка происходит только в солнечную погоду. Под дождем предметы сбросят таймер сушки. Сушить можно любые фрукты, ягоды, в том числе и соевые бобы, оливки, тыквы и арбузы. Когда предмет будет высушен, он поменяет свою текстуру, а также получится специальный тег сушеный. Разные предметы по-разному реагируют на сушку. Какие-то увеличивают свой срок хранения в 5 раз, а какие-то вообще не меняются. Здесь все индивидуально. Для того, чтобы собрать сушеные предметы, достаточно сломать настил для сушки. Проще всего сделать это при помощи косы. Сухофруктами запаслись, пора бы и метку сделать. Для разведения пчел вам понадобятся рамки улья. Они создаются из 5 досок, а затем и сам улей, который создается из 6 досок, 2 рамок улья и 1 блока сена. Разместив улей, вы должны заполнить его рамками улья. В этих рамках будут появляться пчелиные королевы, но для их появления нужны цветы. Цветы должны быть размещены вокруг улья в радиусе 5 блоков. Ульи можно спокойно размещать на склонах, правило 5 блоков действует и в высоту. Цветы могут быть одного типа. Некоторые виды цветов считаются за 2 цветка, например, бархатцы, гибискус и сирень. С цветами вообще все индивидуально, например, мертвый куст, шахтерский лишайник и морская трава принимаются ульем как цветы, так что советую с этим поэкспериментировать. Минимальное количество цветов для спавна королевы должно быть 10 штук. В таком случае минимальный шанс на появление королевы будет 1 к 70. Для увеличения шанса появления королевы необходимо увеличить количество цветов. Максимальный шанс появления королевы 1 к 20. Для этого необходимо 60 цветов. Когда в рамке появится королева, она поменяет текстуру, а в самой рамке будут отображены гены пчелиной колонии. Наведясь ножом и нажав правой кнопкой мыши, вы можете зарезать их пчелиную мамашу и получить за это воск. Когда хоть в одной рамке с пчелами есть пчелиная королева, ежедневный шанс на новую пчелу становится гарантированным. То есть новые колонии будут появляться в пустых рамках ежедневно, пока в улье не закончатся пустые рамки. Вы можете вырезать лишние колонии и оставлять колонии только с сильными генами. К слову о генах. Существует 7 типов генов, и они имеют уровни от 1 до 10 и дают различные усиления для колонии. Например, морозостойкость позволяет колонии производить мед при более низких температурах. При морозостойкости 1 пчелы могут производить мед при 2 градусах тепла, а при морозостойкости 10 выдержать все минус 16 градусов. Таблица у вас на экране. Если температура для пчел слишком низкая, то они не будут производить мед, а также размножаться. Мутация. Увеличивает изменчивость признаков при селекции. Короче, самый бесполезный ген, учитывая, что при селекции этот ген действует сам на себя, например, мутация 10 может превратиться в мутацию 5, советую не обращать на него внимания. Самый интересный для нас ген выработка. Влияет на количество производимого пчелами меда. Мед в ульях появляется также с шансом. Для стандартных пчел без выработки этот шанс составляет 1 к 28. Пчелы с выработкой 1 производят мед с шансом 1 к 27, а пчелы с выработкой 10 производят мед с шансом 1 к 18. Таблица с выработкой у вас на экране. При этом прошу не забывать, что выработка стакается, и 4 пчелы с выработкой 5 будут гарантированно ежедневно давать мед. К слову, чтобы собрать мед, вам понадобится стеклянная банка. Просто нажмите правой кнопкой мыши по улью, в котором есть мед. Плодовитость увеличивает вероятность размножения пчел, хотя даже без этого гена они гарантированно размножаются. Бесполезный ген. Опыление культур. Очень интересный ген, он определяет вероятность того, что пчелы принесут немного питательных веществ рядом растущим растениям. Например, с опылением 10 пчелы ежедневно подсыпали немного калия, азота и фосфора на рядом растущие растения.
Правда, делают они это абсолютно случайным образом. Разнесение также является абсолютно бесполезным геном, который повышает вероятность того, что вокруг улья заспавнятся новые цветы и кувшинки. Ну и последний ген — спокойствие роя. Он определяет вероятность того, что пчелы вас не покусают, когда вы будете воровать у них мед. Для защиты от пчел вы можете скрафтить костюм пасечника или разместить под ульем костер, но обычно они наносят не так много урона, чтобы это стоило вашего внимания. К слову, в описании я оставил полезную команду, которая позволяет получить пчелиную рамку со всеми генами максимального уровня. Думаю, это достойно вашего лайка, подписки на канал, ну и комментарии оставить не забудьте. Практической пользы от виноделия фирма Life нет. Но если вы хотите как аристократ попивать вино зимними вечерами, то вам нужны виноградные косточки. Для выращивания винограда вам понадобятся деревянные столбы, а также джутовое волокно. Разместив 2 столба и натянув между ними джут, вы можете выращивать виноград. Цветет он в июне, а плодоносит он в июле. Далее создаем бочку для давки винограда из любых досок и клея, закидываем 16 единиц винограда и прыгаем на нем, получая раздавленный виноград. После чего закидываем его в бочку для ферментации. Затем в ход идет пресс. В него мы закидываем бутылку для вина, этикетку для бутылки, пробку и ферментированный виноград. Если использовать чисто красный и белый виноград, то получится белое и красное вино. Центральные слоты пресса предназначены для добавления дополнительных ингредиентов. Добавление красного винограда в белое вино даст розовое вино, а добавление сахара в белое вино даст десертное вино. Перейдем к печкам. Для создания простейшей кирпичной печки вам нужны верхняя часть печи, нижняя часть печи, а также дымоход. После создания разместите нижнюю часть печи, на нее поставьте верхнюю часть, а позади них поставьте дымоход. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга, а значит печь будет остывать медленнее. Для изоляции справа и слева от печи поставьте любые каменные блоки. В нижнюю часть печи положите бревна и зажгите печь. После нагрева части печи станут обработанными, и с ними можно будет работать. В печи вы можете готовить все что угодно, от хлеба до мяса, так же как и на обычном костре. А предметы, приготовленные в печи, будут получать специальный тег «Приготовлено в печи». Чтобы достать предмет из печки, вам потребуется специальная лопатка пекаря. Для создания бункера печи вам понадобится нижняя часть печи и воронка. В этот бункер будет попадать пепел. Вы можете создать изоляцию печи из воска, листа железа и древесной золы, и тогда пропадет потребность в изоляционных блоках по бокам. Также для печек можно подобрать отделку чисто косметическую. Раз печку создали, пора бы в ней что-нибудь испечь. Для создания теста необходимы дрожжи. Для получения первых дрожжей нам необходимо сушеные фрукты положить в бочку с водой. Тогда мы получим первые дрожжи. Чтобы увеличить их количество, достаточно просто добавить любую муку в бочку. Набрав ведро дрожжей и взяв муки и сахара или меда на выбор, мы получим тесто. Готовим его любым удобным способом и получаем хлеб. Готовый хлеб можем нарезать на ломтики для создания сэндвичей, а также нагрев его, получим тост, который можно намазать маслом, джемом или использовать для создания чесночного хлеба. К слову, раз мы уже заговорили о молочке, в фирме Life появляется 2 новых вида молока. Это молоко яка и козье молоко. Для начала вам понадобится молочная сыворотка. Для нее нам необходимо получить сырчук. Это фермент из желудка травоядных животных. Его можно получить, убивая, соответственно, травоядных. После получения простокваши добавляем в нее марлю и получаем творог. После чего либо добавляем творог в соленую воду, либо просто добавляем соль на верстаке и получаем из обычного молока либо сыр гауда, либо чеддер, из козьего молока либо шевр, либо фетта, из молока яка либо рая меток, либо шоша. Разницы между этими 6 видами сыра вообще никакой. В одном куске сыра содержится 4 ломтика. Нажав правой кнопкой мыши с ножом в руках, вы можете отрезать кусочки сыра. Одна из самых бесполезных механик во всем моде — это, конечно же, копчение. Даже в производстве шоколада или вина как будто бы больше смысла. Для начала разместите костер и шерстяную нить над ним. Для копчения мяса и рыбы вам сперва понадобится засолить его, а затем замочить в рассоле. Рассол создается из смеси уксуса и соленой воды. На сыр это не распространяется, после чего вы можете повесить коптиться ваши продукты нажатием правой кнопки мыши. После копчения сыр увеличит свой срок годности на 1 месяц, а мясо и рыба до 2 месяцев. Мы запаслись уже большим количеством продуктов, теперь их надо где-нибудь хранить. Для этих целей прекрасно подходит погреб. Кирпичи погреба создаются из 8 обычных кирпичей и 1 воска. Люк и дверь погреба создаются из тех же кирпичей и латунных стержней. Погреб может быть любого размера и формы. Самое главное в нем — это климатическая станция. Эта станция должна быть размещена внутри погреба, и если все сделано правильно, то у нее будет текстура воды, а при нажатии правой кнопкой мыши она будет сообщать размер погреба в блоках.
Погреб не увеличивает время хранения пищи в сосудах, для этого нужны специальные полки для еды. На этих полках пища увеличивает свой срок хранения в 3 раза, на одну полку можно положить пищу только одного типа и максимум 32 штуки. Для чеснока, мяса и рыбы можно использовать специальные вешалки, принцип работы тот же. Шкафчики для варенья вмещают до 6 банок, ну и полки для вина, вмещающие 4 бутылки. Следующая крутая вещь в этом моде – это чан, он создается из листов нержавеющей стали. Кстати, сама нержавеющая сталь 10-20% никеля, 60-80% стали, 20-30% хрома. Чан нужно размещать над любым источником тепла. Он вмещает в себя до 10 тысяч миллибакетов жидкости. Чтобы положить в него какой-то предмет, нужно нажать правой кнопкой мыши. Чтобы достать, пустой рукой нажать правой кнопкой мыши. Чтобы начать что-то в нем готовить, нужно сложить жидкость и ингредиенты, а затем, зажав Shift, нажать правой кнопкой мыши. В чане можно варить краситель, варенье и некоторые ингредиенты для блюд. Для получения бекона свинина должна быть копченой. Для получения ледяной стружки нужно сломать блок льда. Это все, что вам нужно знать о новых блюдах. О каждом отдельно я замучаюсь рассказывать. Да и если у вас установлен J, то вам это и не нужно. Ну и последнее, что хотелось бы рассмотреть, это теплицы. Теплицы могут быть из 4 материалов: обработанная древесина, медь, железо и нержавеющая сталь. Все блоки теплицы, кроме нержавеющей стали, со временем стареют. Для работы теплицы также нужна климатическая станция. Постаревшие блоки никак не влияют на работу теплицы. Для теплиц существует несколько типов блоков: стена теплицы, крыша теплицы, верхушка крыши, панельная стена, дверь и люк. Для выращивания растений в теплице вам понадобятся лотки. Для больших растений, для небольших растений бонсай, подвесной лоток, подпорки для кустов и гидропонный лоток. В лотках для больших растений можно выращивать фасоль, помидоры, тростник, джут и зерновые. В лотках для небольших растений можно выращивать до 4 культур за раз: свеклу, капусту, морковь, чеснок, лук, картофель и бобы. Бонсай используется для фруктовых деревьев. Подвесной лоток подходит для бананов, тыкв и арбузов. В подпорках можно выращивать ягодные кусты. В гидропонном лотке можно выращивать рис и клюкву. Теперь перейдем к типам теплиц. В деревянной теплице можно выращивать любые большие растения, кроме зерновых, и любые небольшие растения по типу моркови. В медной теплице добавляется возможность выращивать зерновые. В железной теплице уже можно выращивать все виды растений для больших и маленьких лотков, сажать фруктовые деревья в бонсай, выращивать тыквы и бананы в подвесном лотке, сажать ягодные кусты в подпорке, а также выращивать рис и клюкву. Ну а в теплице из нержавеющей стали возможно все. Кстати, чуть не забыл сказать, в лотках необходимо поддерживать влажность. Для начала может сгодиться обычная лейка, но не для барских ручек она предназначена. Поэтому вы можете поставить насосную станцию и подключить к любой механической энергии, поверх нее поставив резервуар и трубами протянуть все это в теплицу. Растители будут поливать ваши растения вместо вас, а гидропонные лотки работают только будучи подключенными к трубам. Ну и напоследок дам совет. Если что-то в теплицах лагает, например, разбрызгиватели не хотят работать или гидропонные лотки не наполняются, то тыкайте по климатической станции. Она должна привести их в чувство. В принципе, на этом все. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях. Не забывайте ставить дизлайки, отписываться и писать негативные комментарии. То есть все то, что вы делаете обычно. Пока.